Проектор XGIMI GoPro Plus. Это действительно крутой проектор с акустикой Harman Kardon, с автоматическим кейстоуном, с автофокусировкой, со встроенным Android TV TV-боксом, по сути, на Logic S905X3. Что же это за чудо-то такое? Будем разбираться в этом обзоре на канале Технозон. Поехали же! Красивый, ребята, красивый, классный, мощный, яркий. И вы знаете, он мне настолько сильно понравился. Я очень огромный, я очень большой критик проекторов. Все это знают, потому что когда я выпускаю видео про проектор, обычно я начинаю рассказывать, что, скорее всего, он подойдет больше для презентации, чем для мультимедиа. То есть у нас вот такая вот красота, смотрите. Он полностью сделан, знаете, как выглядит вообще как колонка. Мало того, у него есть аккумулятор. Насколько? На 12400 мА, по-моему. Но хватает этого аккумулятора на 2-4 часа непрерывной работы в зависимости от вариантов использования. Сверху у нас есть сенсорные кнопочки. Есть у нас спереди линза, да, наша привычная. Есть снизу у нас даже вот такая вот штучка, как подставочка. И даже поставив вот так вот под каким-то углом, это не страшно, потому что он сразу поменяет свой кейстоун на автоматический. Давайте его, кстати, включу, покажу вам. Вы сразу увидите, о чем идет речь. Вот он включился, я слепил мою камеру. И вы можете сейчас увидеть на столе. Сейчас загружается у нас Android TV. Не знаю, пригасите свет, пожалуйста. Пульт мы пока уберем. Пульт отдельная тема для разговоров. По-моему, это вообще произведение искусства. Давай, включайся. Вот наш Android TV загрузился. Конечно, на столе это выглядит ужасно, но сам факт того, что здесь есть. Вот сейчас пригасят мне свет еще. Вот он. Процент, скажем так, затемнения у нас сейчас около 60%. При этом очень хорошая яркость, очень хорошо видно. Видите, можно даже так поменять, увидеть стол. И что же такое активный кейстоун? Вы увидите в самом обзоре. Просто-напросто угол вашего проектора, автоматически появляется рамка, тык-тык-тык, раз, и становится все круто. Это действительно классно. Вы вообще не ломаете голову, как он должен у вас стоять, как он должен у вас правильно стоять. Он это все делает автоматически сам. Пульт. Слушайте, забыл сказать, что здесь заявленная яркость 300 ансилюмен. Это очень неплохо, и это честный 300 ансилюмен, при этом еще и Full HD, с чистой Full HD матрицей. Поддерживает 4К входящего сигнала до 4К 30 FPS, спокойненько с ТВ-бокса съедает, поэтому если вы будете подключать ТВ-бокс и транслировать в 4К, то он будет спокойно это обрабатывать. Вообще я бы его отнес к короткофокусным. Почему? Потому что для создания, например, экрана около 250 сантиметров диагонали вам понадобится всего лишь 2,7 метра. То есть мы были очень удивлены. Мы поставили его на стол рядом со стеной. Это буквально метр. И мы получили диагональ около 50-55 дюймов. И я был очень приятно удивлен. Он очень тихий. Он когда работает, у него есть кулер. Здесь активное охлаждение. И он очень тихий настолько, что мы его практически не слышим. То есть это... Знаете, с чем сравнимо? С маленьким ультрабуком. То есть ноутбук Ультрик, у которого есть очень маленькая система охлаждения, но достаточно эффективная. При том, что он не нагревался выше 56 градусов. Хотя это сертифицированный Android TV, доступа к температуре нет. Они оставили возможность смотреть температуру в информации о системе. Это действительно так. Действительно, это спокойно можно зайти, посмотреть, и вы всегда будете в курсе, насколько он нагревается или нет. Насчет пульта. Пульт вообще произведение искусства. Я вам скажу, это такой охренительный пульт. Если бы я на ТВ-боксе получил такой пульт от XGIMI, я был бы очень доволен. Почему? Потому что, во-первых, он заточен под этот проектор. Это Bluetooth пульт с голосом. Здесь, конечно же, нет мышки, но материал пульта, его форма, он очень мне напоминает шелдовый треугольный пульт. Он, кстати, тоже треугольный, только более скругленные края. У него есть такая интересная фишка. Можно переключать функционал между громкостью и фокусом. То есть вы можете фокус настраивать в мануальном, руками, в мануальном режиме. Теснение на кнопках, такое у нас, знаете, у нас кнопки не глянец. Сам по себе пульт белый матовый, и кнопки
Они клацают, все пульты клацают. Кнопки сами по себе тоже глянцевые, а центральное навигационное кольцо еще и с какой-то, таким, знаете, стеснением типа отпечатка пальцев. Я не знаю, как ребро монеты. Очень классный пульт. За пульт огромное спасибо компании XGIMI. Есть у нас лицензия Dolby Audio, о чем они заявляются сзади на гравировке, да в принципе и везде там это есть, но лицензии Netflix нет. Нет также у нас и поддержки 24 нативных кадра в секунду, но справедливости ради скажу, что все абсолютно проекторы не могут это делать, кроме лазерных и каких-то там мега-топ, и я советую вам проверить, когда мне там пишут в комментах, а вот там какой-то Epson может, не может. Вот не может. Сделайте джаддер-тест, и вы будете неприятно удивлены. Почему? Потому что он не может. Сзади у него есть USB, у него есть HDMI для подключения внешних устройств, есть у нас есть 3.5 выход аудио-видео. Но чем он интересен еще? Стоит отметить поддержку ЦИК при подключении внешних устройств, то есть он фактически работает в режиме телевизора. Ну и звук. Звук мне понравился. Это как хорошая аудиосистема на добротном, качественном телевизоре. И у меня к этому претензий нет. Мы проиграли на нем спокойненько торренты, мы поиграли на нем спокойно YouTube 4К 60 FPS. Да, HDR нету, но цвета он в SDR передает абсолютно правильно. И я это буду тестировать на своем канале 4К Geoplace, где я знаю, как должен выглядеть ролик. Я лично продюсировал эти ролики, и я могу подтвердить, что да, они выглядят так, как они должны выглядеть. Вообще очень идеально подходит для игровых консолей. Ну, я бы не сказал, что это подойдет для Next Gen, да, в данной ситуации, но для PS4, для слимки, для обыкновенной, это вообще идеальная консоль. Хороший запас яркости, 60 Гц, он не мерцает, очень классная цветопередача, именно естественная, яркостно-контрастный анализ он проходит вообще просто идеально, то есть вот эти тесты все яркостно-контрастные. При этом его вот этот вот малое расстояние для фокуса делает его действительно классная штука. Ссылки на проверенных продавцов находятся в описании под видео на данный проектор для разных стран. Я вам хочу сказать, что мы, конечно же, будем рекомендовать, но советую посмотреть весь обзор от начала до конца. Мы покажем все плюсы и минусы. Еще одним плюсом хочу отметить наличие вот такого крепления под подставку, не под подставку, под штатив. Его можно размещать на штативе, либо размещать на потолке. У него есть поддержка 3D режима, Full HD 3D. Ну и, конечно, все характеристики и возможности его как смарт-ТВ-бокса вы рассмотрите в самом обзоре. Вообще, да, что-то слишком восторженно. Я начал его, знаете, так восхвалять. Почему? Потому что я вот только-только с теста его снял, и я под впечатлением. Я под впечатлением, хотя мне не хватает плавности в 24 кадра. Я должен об этом честно сказать. Решать вам по итогу моего резюме, покупать его либо не покупать. Но проектор получился мега однозначно прикольный. Ну что ж, переходим, тестируем. Ссылки в описании. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие обзоры, а еще не пропустить розыгрыши ценных призов, подарков, которые разыгрываются на нашем канале. А на момент съемки этого видео это PlayStation 5, плюс 2 NVIDIA Shield TV Pro 2019 года, плюс 3 KM6 Deluxe, плюс 4 геймпада. Это невероятный розыгрыш. Ссылки вот там вот в описании под видео, вернее ссылочка на условия в описании под видео. Но если мы это уже все разыграли, то там есть другая акция. Не переживайте, на всех хватит и всего хватит. И у нас есть много чего разыграть. Поэтому берем проектор, переходим, смотрим тесты, а потом уже делаем с вами выводы. Поехали. Очень интересное включение в том плане, что я сразу же обнаружил Android TV. При этом Android TV актуальный на данный момент. Давайте зайдем в настройки. В настройки устройства и об устройстве это Android TV 9, то есть у нас есть сейчас Android TV 9 и 10, другого пока нет. Самое интересное, что внизу у нас есть температура, хотя доступа к датчикам температуры вообще нет, но температура находится в пределах нормы, мы его тестируем уже пару часов. У нас абсолютно стандартные настройки Android. Есть у нас Chromecast встроенный, мы его сразу же проверяем. Проверяем мы смартфоном OnePlus 8, который поддерживает любой тип трансляции. Так, трансляция экрана найден у нас. Включилась трансляция. Трансляция идеально работает. Хорошо, Chromecast работает. Это говорит о том, что у нас здесь есть сертификация.
В простом меню больше ничего нет. Зато у нас есть с вами настройки проекции. Это отдельное меню, которое позволяет у нас выбрать режимы яркости. В принципе, у нас, видите, есть энергосбережение, офис и стандарт. И есть кастомные режимы яркости, называются изготовленные на заказ 0123, где можно регулировать яркость не только общую. Допустим, давайте мы сейчас зайдем в яркость, поставим какую-то яркость и сможем с вами от 0 до 100 выбирать, ну, вернее, 10% до 100. Но еще можно регулировать яркость каждого из цветов. Это очень прикольно, еще переименовать профиль. Также у нас есть вариант коррекции трапециидальных искажений, режим бокового броска есть. Видите, можно вручную все настроить. Давайте мы сейчас с вами настроим. Размер экрана можно, в принципе, видите, можно самому это все делать, но я считаю, что это не нужно с тем вариантом Keystone автоматического, который у нас есть. Здесь также есть автоматический автофокус, есть у нас проекционный метод, видите, обратная потолочная, здесь можно его переворачивать, то есть если его подвесили на потолок, то он будет, в принципе, работать именно в потолочном режиме, и Keystone тоже будет работать в потолочном режиме. И в других настройках у нас есть настройки ЦИК, и да, он поддерживает ЦИК при включении внешних устройств. Есть калибровка автофокуса, то есть мы нажимаем ОК, это калибровка в один клик, то есть появляется тестовый паттерн, он определяет фокус, то есть он раз, все, у нас сейчас пройдет автокалибровка фокуса. Все, автофокус прошел. Отлично. Также корректировка уровня гироскопа. То есть это если вы его там меняете, вот калибровка завершена. И калибровка фокуса мы уже сделали. И все, больше здесь ничего нет. Как таковых настроек экрана, где мы могли бы выбрать с вами разрешение экрана, ничего подобного тоже нет. И есть раздел пульты и аксессуары, куда мы можем подключить какие-то наши, вот видите, у нас есть там геймпад, мы какой-то подключали, плюс у нас подключен RC, вот этот вот пульт Bluetooth, достаточно удобнейший. Также у нас на самом пульте есть у нас переключатель, я вам его уже показывал. Если мы регулируем, то мы регулируем громкость кнопками, и внизу есть переключатель, где мы можем переключить и регулировать фокус. Вот это вот тоже такой вот вариант, этими кнопками можем регулировать фокус, если нам чего-то не нравится. Но мы его отключим и отрегулируем автофокус, потому что у нас на текущий момент фокус сбит, мы его отрегулировали автоматически. Вот калибровка фокуса, калибровка в один клик. В этом плане это очень круто, на самом деле круто. Теперь смотрите, если мы меняем с вами Keystone, то мы с вами раз отставили, у нас что-то поменялось, сразу же у нас сменилась картиночка, он автоматически отрегулировался и все отлично сработало. Плюс, смотрите, мы можем менять с вами, давайте выйдем в главное меню, мы можем с вами поменять, допустим, наклон какой-то чуть-чуть. Раз, у нас пошло, отрегулировалось и поменялась проекция. Все, то есть у нас, хотя у нас экран наклонен, у нас все равно изображение будет прямо. Ставим обратно. Он откалибровался, и изображение у нас опять прямо. Все у нас отлично с этим делом. Все, выставили его в исходное положение. Суперово. Дальше мы с вами понимаем, что это обыкновенный Android TV, и в принципе здесь по факту встроенный TV-бокс. Для этого мы должны с вами посмотреть, что же за TV-бокс нам тут предлагают. Фактически оценить его быстродействие. Но это построено на платформе iMlogic, это мы уже видим. 2 гигабайта оперативной памяти, 16 хранилищ, из которых доступно 1083. Это за вычетом операционной системы. После установки приложения у меня и даже некоторых игр осталось 7 гигов, чего более чем достаточно. Есть Bluetooth. Процессор это Cortex A55, фактически это iMlogic S905X3 на частоте 1,9 ГГц, 4 ядра. За отображение отвечает Mali G31. Мы видим, что у нас разрешение интерфейса 1920 на 1080. Сеть 5 ГГц с хорошим коннектом. Сейчас проверим его быстродействие. Доступа к температуре как таковой нет, только в меню мы можем посмотреть с вами температуру. И по кодекам у нас в принципе должно поддерживать все стандартные кодеки.
Мне главное, чтобы он поддерживал, да, VP9 on 2, потому что я хочу проиграть на своем канале некоторые интересные видосы. Если уж мы заявляемся, что это Android TV платформа, то здесь есть кнопка голосового поиска, и нажав на которую мы можем проверить голос. Самый лучший фильм. Ищем мы самый лучший фильм, потому что он есть во всех источниках. Ух ты, смотрите, как это выглядит. Прикольненько, но выдало только в YouTube. Как мы знаем, что это после последнего обновления, у нас вот такая вот фигня не показывает в результатах все приложения. Для этого обычно нужно удалить Katniss, есть такое приложение, но не об этом. Голосовой поиск работает. Здесь мы не увидим с вами тесты производительности процессора, мы не увидим тесты, допустим, того же самого тротлинг-тест. Почему? Потому что это сертифицированный Android TV, и на проекторе это не даст нам должного эффекта. То есть здесь нет доступа к температуре, мы не сможем ничего получить информативного из этого теста. Тест скорости сети, давайте посмотрим, что он нам по 5 гигагерцовой сети покажет. Через аналитику он показывает 73, давайте 74. Не знаю, насколько он информативен в данном случае. 78 вниз, это на загрузку, и около 78 вверх. Переделываем тест и видим, что скорость поднимается и порядка 100 мегабит. Для проекторов, ну, с учетом того, что это у нас получается стриминг-проектор, то для каких-то целей для стриминга он вполне хватает. Не дает аналитике нормального значения, а так как у нас здесь нет аэромыши, то мы, к сожалению, не можем провести тест-спид-тест. Потому как я решил его рассматривать как отдельное устройство. Слушайте, но из системщины нам смотреть больше нечего. Посмотрим DRM-Info, какие у него есть. Что такое DRM-Info? Это программа, которая показывает, какие сертификаты есть на данном TV-боксе, проектор TV-бокса. Мы видим, что у нас есть ClearKey CNC 1.1, есть у нас Google Widevine L1, вот, пожалуйста, и есть у нас Microsoft PlayReady DRM. К тому же у нас есть лицензия Dolby для того, чтобы работали нормально стриминговые сервисы, то есть которые поддерживают Dolby звук. Следующее, мультимедийные возможности. YouTube. YouTube может декодировать 4К, вообще это 1080p решение на самом, скажем так, проекторе. Будем пробовать сейчас мои 4К видео. И я думаю, я просто знаю, как они должны выглядеть. Вы знаете, мне там говорили, дикая река 4К, допустим, Xiaomi Mi Box дропит. Слушайте, а звук, здесь вот классный звук, этот Harman Kardon неплох. Это звук хорошего телевизора. Вот я вам серьезно говорю, я вот с таким не сталкивался на проекторах. Сейчас вот проигрывается, не знаю, насколько вам слышно, он от меня находится в 2 метрах. Ну, правда, у меня микрофон, петличка не предназначен для записи окружающего звука с нормальной громкостью. Давайте выведем диагностическое окно. Это Full HD решение на текущий момент. Оно проигрывается абсолютно без дропов. И вы знаете, цвета, да, он сейчас работает в BT709 профиле. Это, давайте тише сделаем, слушайте, у него такая басистость прикольная. Я немножко тише делаю. Цвета в 709 профиле это SDR, по сути. HDR, само собой, за такой проектор не может поддерживать. А вот в 4К сможет ли он проиграть такой ролик или не сможет? Очень интересно. Так, пошло проигрывание. Немножечко 4К мою дикую реку продергивает. 56 дропов. Ну, тяжеловато. Вообще, это один из самых тяжелых роликов на YouTube. 4К, HDR. Он его сейчас проигрывает в VP9 кодеке, в простом VP9. Хотя нет, слушайте, это стартовые дропы. Ну давайте перезапустим. Что, неужели он дикую реку 4К проигрывает без дропов? А ну смотрим. Вообще, вы знали, что на дикой реке очень классно проверять шим? Слушайте, 0 дропов вообще. Очень классно проверять шим на телевизорах в определенных. Вот, в этом моменте, если смотреть на листву, то если телевизор шим, то можно увидеть очень классные артефакты в виде мерцания экрана. Это шизанутый ролик для проверки телевизоров. В магазине когда его включаешь, продавцы приходят просто в ярость, потому что там видно все. Вот именно на этой дикой реке, если вы включите и проверите, то это жесть.
Ладно, ребят, 4К 60 FPS проигрывает, цветопередача неплохая, хотя он 4К засовывает в 1080p, но мне определенно нравится. То есть мои ролики воспроизводятся правильно, я знаю, как они должны воспроизводиться, я знаю, как они должны выглядеть. И у меня претензий к YouTube на данном проекторе нет. Ну, дальше мы будем смотреть уже по качеству воспроизведения, по качеству картинки. Слушайте, прикольно, мне очень нравится. А знаете, что мне нравится в этом проекторе? Что при его уровне яркости, допустим, включение какого-то света дает все равно возможность смотреть контент, его яркости хватает для того, чтобы отработать, то есть он действительно яркий, то есть вот это вот стопроцентное освещение, это 4 лампы, включается достаточно мощных, сейчас уровень освещения в студии, вот когда я выключаю, вернее уровень затемнения порядка 80%, то есть здесь не абсолютная темнота. Выходим с YouTube, я подвис, мне хорошо, понравилось очень сильно. Смотрите, сертификата Netflix нет. Сертификации Netflix нет, да, можно поднять HD Netflix из Технозон инсталлера, но обыкновенного сертификата Netflix нет, поэтому здесь не будет ничего подобного, то есть качественного Netflix вы здесь не получите. Да и не нужен он, здесь достаточно мощная у нас начинка для того, чтобы проигрывать хороший контент с торрентов. Перед тем, как мы перейдем дальше к IPTV и всему остальному, я думаю, нам необходимо посмотреть на качество самой картинки и на артефакты возможные. У нас сейчас подключен через USB жесткий диск с тестовыми роликами. Придется нам это оценивать как тесты телевидения, потому что по сути это тесты, по сути это телевизор. Так, нам 4К не надо, нам нужно Full HD. Ну и поехали. У нас нет проблем с оверсканом. У нас очень четкая цветопередача, мне вообще очень нравится. То есть цвета абсолютно реалистичные. Те цвета, которые мы передаем. Слушайте, подождите, а я практически не вижу, сейчас начнет приближать, я практически не вижу лесенки при градации серого. Нет вообще лесенки, она вот на голубом видна лесенка, немножко на фиолетовом, но это даже лучше, чем на 8-битных телеках, серьезно вам говорю. То есть на зеленом, на голубом видно, на красном практически нет. Слушайте, это очень красиво. Красный, идеальный красный. Ребят, ну я серьезно говорю, цвета у него просто обалденные. Теперь по яркости я вижу все абсолютно градации от 4, то есть я это вижу. Не знаю, насколько видите вы, но у меня проблем с этим нет. Теперь по контрасту тоже абсолютно все видны прямоугольники. Девушки выглядят абсолютно реалистично. Вообще для меня это вот из Full HD проекторов, ну практически идеальный проектор. Смотрите, у нас есть момент даже пересвета излишней яркости в зеленом цвете. Давайте мы, наверное... знаете, что у нас есть еще? У нас есть еще быстрые настройки, в которых можно закрыть фоновые приложения. Можно настроить 3D. Представляете, здесь, кстати, поддержка 3D есть. Есть возможность настроить режимы изображения разные, допустим, под игры, изготовленные на заказ. Но нас интересует немножечко другой. Давайте оставим свет, самый обыкновенный. Выход звука у нас есть, устройство вывода внутренний динамик, но у нас ничего сейчас не подключено внешнего. Коррекция, и меня интересуют все настройки. Настройки устройства, настройки проекции. В режиме яркости немножечко уменьшить яркость зеленого. Вот буквально до 80%. Вот, идеально, вообще идеально. То есть в данном случае у меня появились все градации зеленого, нет сливания в центре. Слушайте, отлично, просто отлично. Здесь мне видны тоже абсолютно все квадраты. Я не знаю, как камера передаст, но я их вижу. То есть суперово. Яркостно-контрастный анализ в сером цвете, вернее черно-белом, отлично. Все квадраты видны, в синем тоже. В зеленом без проблем. В розовом, вернее в красном тоже абсолютно идеально. Очень четкая детализация, то есть это реальный Full HD. Кстати, черный. Ну, для проекторов черный оценивать это достаточно тяжело. Знаете, где мы проверяли, абсолютно у нас нет выпадения пикселей, поэтому мы можем сказать, что у нас честный Full HD проектор.
Что я могу сказать? А вот знаете, что меня немножечко расстраивает? Это то, что у нас есть такой вариант, что проектор не поддерживает 24 кадра чистых, и это факт. То есть абсолютно все проекторы вообще страдают этим, кроме лазерных. Поэтому здесь оценивать, конечно, 24 кадра мы можем. Сейчас мы сфотографируем с выдержкой в 1 секунду в профессиональном режиме камеры. Посмотрим, какие у нас плеера доступны. Ну, у нас тут и недоступно-то ничего такого. Через системный плеер сейчас стартанем и сфотографируем 24 кадра в секунду. И получили четкую шахматку. Да, он не поддерживает 24 кадра, поэтому мы имеем с вами легкий джодер-эффект при воспроизведении высокодинамичных видео прямо с вашего, скажем так, проектора. То есть это есть, от этого никуда не деться. Это присуще абсолютно всем проекторам. Но, на секунду, это тестовые высокодинамичные сцены. Если мы с вами включим, допустим, какой-нибудь фильм, то зачастую 90% всех пользователей даже не заметят этот самый пресловутый джодер-эффект, о котором все так говорят. Ну, не все, но очень многие. Давайте мы запустим какой-нибудь фильм прямо с жесткого диска. Запустим. Так как у нас 24 кадра честных нет, то я буду запускать VLC. Включу звук погромче и буду смотреть кино и наслаждаться этим фильмом. Так, перематываем куда-нибудь подальше. Во. Вы знаете, кино смотреть очень комфортно. Он проигрывает очень тяжелые фильмы. Это МКВ под 70 гигов. И спокойно, слушайте, звук нормальный, надо тише делать, сильно орет. Это МКВ под 70 гигов, он спокойно их перемалывает с жесткого диска, 56, Гренландия. Можем Gemini Man устроить просмотр из другого плеера. Кстати, Gemini Man еще это 4К 60 FPS фильм. Перематываем вперед, давайте сделаем погромче. Супер, супер, нормальная картинка, нормально воспроизводит, нормальная яркость. Хорошо, выходим. С этим он тоже справляется отлично. Знаете, что меня интересует? Меня интересует возможность проигрывания IPTV, конечно же. То есть, если вы взяли такой плеер, все в одном, он короткофокусный. То есть, он сейчас стоит всего лишь в 1,5 метрах и обеспечивает размер порядка 50 дюймов. Вот 4К канала IPTV включаю, давайте их поклацаем. Сериал Ультра HD 4К. Так, сделаем тише. Отлично. 4К канала IPTV он перемалывает. Я просто-напросто, мужики какие-то в трусах. Что за день такой? ТРТ 4К, отлично. Давайте Home 4К. Шикарно. Наша Сибирь 4К. Кстати, наша Сибирь 4К на этом проекторе смотрится особо красиво. Что у них действительно хорошая картинка с хорошим качеством изображения. И по IPTV у меня тоже вопросов нет. Остается мне проверить именно с внутренней стороны, да, с внутренней. Это какие-нибудь, допустим, торренты. Причем какие-нибудь хорошие торренты сейчас запустим. И, возможно, какие-то игровые возможности попробуем. И подключим внешний ТВ-бокс и посмотрим, как он с ним взаимодействует. Включаем любой фильм. Thunder, Spengler, Сила грома. 4К HDR фильм. В принципе, 905 X3 процессор. Почему он не должен хватать? Почему не должно хватать, допустим, производительности? Скорости сети хватает. Выбираем Vimeo, и через Vimeo Media Player мы с вами смотрим фильм с торрентов без проблем. И он проигрывает. Торрент. Давайте посмотрим, какой размер у этого торрента был. Сейчас выходим. Это 4К торрент. Tor-сервис смотрим. Мы проигрывали Силу грома, но это 9.6. 4К HDR, хорошее сжатие на 5. На H265 кодеке. А вот здесь, кстати, у нас есть душа Soul. Давайте 4К HDR тоже посмотрим через тот же самый Vimeo. Стартануло, ребята, стартануло. Слушайте, пока оно проигрывается, надо подключать уже геймпад наш. Все, с торрентами тоже вопросов нет. Я не буду на них заострять внимание. Так, геймпад подключен. Сразу перейду в настройки. Хочу посмотреть сейчас температуру. Вот мы им пользовались порядка часа съемки с учетом монтажа, допустим, 55 температура. То есть здесь хорошо работает охлаждение, при этом тихое. Сейчас очень, абсолютно тишина в помещении, и вы его практически не слышите. У него
охлаждение, как у, знаете, как у мини-компьютера или как у маленького ноутбука, ну очень-очень тихое. То есть это один из самых тихих проекторов. Насчет игр и игровых возможностей. Поехали, попробуем поиграть в какие-нибудь игры, которые можно скачать в маркете. В частности, допустим, тот же самый Real Racing 3. Геймпад он воспринял без проблем. Ого! Слушайте, ну играть на этом можно. Ничего вообще не тормозит. Абсолютно не тормозит. При этом на проекторе, на большом экране. Класс, слушайте. Вообще огонь. Отлично. Просто отлично. Слушайте, не, надо выходить, потому что я сейчас повисну тут на час в игры. И будет мне... Давайте мы попробуем резко сейчас выйти и посмотреть температуру температуру работы. Давайте, потому как у нас нет доступа нормально к датчикам, а из того, что он показывает, это только в меню об устройстве. Температура 55 градусов. Но активное охлаждение, о чем можно разговаривать? Смотрите, дело в том, что перед тем, как мы сейчас подключим внешнее устройство в виде ТВ-бокса, мы должны с вами проверить, на какое фокусное расстояние. Мы отключили его от сети. Он работает сейчас на батарее. И мы начнем его отодвигать от нашего, скажем так, от нашей камеры, чтобы, ну, появятся какие-то тени от камеры, но нам нужно понимать, на какое расстояние он сохранит фокус. Слушайте, а вообще, давай, корректируй Keystone. Вообще сейчас у него размер сумасшедший. Порядка 100 дюймов. И при этом яркость до сих пор идеально. Давайте еще дальше отойдем. Огонь. Просто огонь. Keystone срабатывает вообще. Слушайте, вот вы сейчас видите, да, перемещение этих самых квадратов. Они большие. То есть я приближаюсь, а у него и хватает и яркости, и фокуса. Подключаю внешнее устройство. Все, у нас включился HDMI 1. Так, мы включили TV-бокс, подключили внешний. Смотрите, с внешнего источника он якобы поддерживает тоже 24 кадра, но это, я уверен, не так, потому что физически, технологически данные TV-боксы не могут, вернее, данные проекторы не могут, да никакие проекторы в такой ценовой категории не могут поддерживать 24 Гц. Смотрите, у нас есть 24 Гц, поддерживает он входящий сигнал, отмечу сигнал от 480p до 4К 30 Гц и 4К 24, но он их будет засовывать все равно в Full HD. Мы сейчас единственное здесь проверим YouTube и проверим еще Jodor эффект и будем уже понимать. Ну, кстати, вот слушайте, он очень хорошо подходит для подключения и ТВ-боксов, и подключение, допустим, внешних устройств, каких-либо других. Сейчас я включу какой-нибудь ролик. Ну, давайте включим. Слушайте, ну это проигрывается. Проигрывается при этом в правильных цветах, проигрывается красиво. Сейчас у нас приставка работает в 24 Гц. Мы подключили внешний USB накопитель. Обязаны с вами сейчас протестировать следующий момент. Мы пробуем, как работают фильмы с внешнего источника. Ну, допустим, ту же самую Гренландию включаем, проигрываем и смотрим, есть ли у нас какие-нибудь артефакты и правильно проигрывается или нет. Знаете, работает. Цветопередача не страдает абсолютно. Мне нравится. Мне нравится, как это работает, но меня интересует 24 кадра все-таки. Хотя я поставил принудительно 24 Гц, проиграл фильм, особых проблем у меня не возникло. Но при этом я должен вам подтвердить, потому что, чтобы не было никаких инсинуаций, выставляем профессиональный уровень, включаем на стоковом плеере, протестируем на Mikulka M6 Deluxe с AFR, сейчас 2,4, сейчас 24 Гц у нас экран, и у нас, ребята, отчетливая тоже шахматка. Так что есть как есть. Ну что еще, проиграем в YouTube пару моих роликов, где я действительно знаю, как должны выглядеть цветопередача должна выглядеть, как должны работать эти ролики, и будем уже, в принципе, выходить и принимать какое-то решение. Слушайте, действительно, очень близко. Я сейчас говорю про SDR. Конечно же, HDR здесь нет. Давайте чуть дальше пролистаем. Ну, отлично.
Отлично. Мне, по крайней мере, это действительно нравится. Смотрите, как проигрывает чудесно. Все, выходим, резюмируем. Настолько интересный проектор получился, что я, честно говоря, не ожидал. Выводы. Мы рекомендуем данный проектор. При том, что из всех Full HD проекторов этот проектор реально заслуживает внимания. Если насчет каких-то там FlyDigi, какие-то Zatco там и все остальное, они Full HD, у них там какой-то невероятный запас яркости, у них там есть Keystone тоже разнообразный, но автоматический Keystone, нет расплывчатых моментов фокусировки по бокам, то есть здесь абсолютно четкая картинка во всех частях отображения. То есть она отображается абсолютно четко в любой части экрана проецируемого. Естественная цветопередача, при этом достаточно мощное быстродействие. То есть вы взяли вот эту одну штуку, это у вас и TV-бокс, и проектор. Ну да, есть 24 кадра проблема, но многие вообще смотрят с этим джодер-эффектом и даже не замечают его. Поэтому мы рекомендуем. Ссылки в описании. С вами был Бабл на канале Технозон. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, не смотрим нас. Ну а так, до скорой встречи. Пока, ребят.